So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. I'm coming for the throne. I'm coming for the throne. So you wanna be my enemy? Всем привет, Джейсон снова на связи. Сегодня у меня на обзоре стильный, необычный, нестандартный и недешевый корпус Asus ROG Z11, который поддерживает установку материнских плат формата Mini ITX или Mini DTX и по идее должен иметь компактные размеры, но это только по идее. Габариты корпуса с учетом всех выступающих частей составляют: длина 386, ширина 194, высота 531 мм. За счет таких габаритов вживую выглядит весьма мощно и сурово, что лично мне по нраву. На первый взгляд даже не верится, что он рассчитан только под компактные материнки. Интересно, что в пространстве он может использоваться в двух положениях – горизонтальном и вертикальном. Но как по мне, вертикальный корпус выглядит более презентабельно. И что еще немаловажно, в таком положении разъемы и кнопки передней панели будут максимально доступны. В общем, давайте рассматривать, как здесь все устроено более подробно именно в таком положении. Чтобы снять верхнюю или нижнюю панель, нажимаем с двух сторон вот сюда и приподнимаем ее. Устанавливается она на свое место также легко и непринужденно. Основа у панели выполнена из крепкого пластика. Верхняя накладка — это 2-мм шлифованный алюминий. Вентиляционные отверстия крупные. С внутренней стороны они закрыты мелкой ячеистой сеточкой, которая приклеена к основе. В боковых гранях также имеются вентиляционные отверстия, и они тоже прикрыты мелкой сеточкой. Только ее уже есть вариант снять, так как размещена она на пластиковой рамке. На нижней панели присутствуют 4 резиновых ножки высотой 2 мм. Под верхней панелью находятся два предустановленных 140 мм вентилятора, и как видно закреплены они, чтобы работать на выдув. Еще один такой же закреплен на нижней части и работает на вдув. Открутив вот эти 4 винта, верхняя рамка с вентиляторами может быть демонтирована. Это добавит удобства при сборке системы. Модель вентиляторов Asus A1425L125. Максимальная скорость вращения 1400 оборотов в минуту. Информации, на каком подшипнике выполнены, нет. Резиновые демпферы на краях присутствуют. Коннектор 4-пиновый, длина кабеля 480 мм. Все эти вентиляторы можно заменить на 120 мм модели, если вам это будет нужно. Отверстия для их крепления здесь присутствуют. На нижней части есть возможность поместить радиатор SGO на 120 мм. В комплекте имеется специальная монтажная рамка. Толщина радиатора не должна превышать 30 мм. Для этого нужно будет убрать вот эту разделительную пластину. Закреплена она двумя винтами снизу и одним с внутренней части. Вот это пустое окошко предназначено для вентилятора блока питания. На кожухе, закрывающем блок, есть логотип ROG, который имеет встроенную подсветку. Как здесь размещать БП и подключать подсветку логотипа, расскажу немного позже. Кстати, в комплекте имеется дополнительная панелька с логотипом, чтобы он правильно смотрелся, если корпус будет стоять в горизонтальном положении. Крепится на двухсторонний скотч. Переходим к боковым панелям. Одна боковая панель из 4-мм закаленного стекла, а другая из 3-мм алюминия. Для того, чтобы снять панель, сначала откручиваем сверху по 2 винта, а затем немного приподнимаем ее и тянем на себя. В обоих случаях используются вспомогательные стальные элементы для крепления к шасси корпуса. В местах соприкосновения панели наклеены мягкие полоски. Стеклянная панель имеет некий рисунок в виде линий. На алюминиевой панели также продолжается общая концепция с линиями, а также имеется логотип ROG. С одной стороны присутствуют крупные вентиляционные отверстия, на шасси корпуса под ними предусмотрен съемный пылевой фильтр.
Передняя панель выполнена из комбинации 4-мм закаленного стекла, металла и пластика. Здесь также имеется логотип и надпись Republic of Gamers со встроенной подсветкой. Об их подключении опять же расскажу немного позже. Ниже расположились кнопка включения, кнопка перезагрузки, два разъема USB версии 3.0, разъем USB Type-C Gen 2, совмещенный аудиоразъем для микрофона и наушников, два разъема USB версии 2.0 и кнопка управления подсветкой. Рядом находится пластиковая вставка с вентиляционными отверстиями. Она съемная. На обратной ее стороне имеется полевая сеточка. Передняя панель съемная. Чтобы ее демонтировать, нужно открутить сверху два винта, вот они. Затем выкрутить один саморез, спрятанный с проводами с внутренней стороны, а после этого вытолкнуть панель снизу, так как я это сейчас делаю. Будьте аккуратны, снимая панель, дабы не повредить провод подсветки логотипа. Для крепления панели к шасси корпуса используются две стальные пластины. Ну и осталось разобраться с задней панелью. Ножки здесь крупные, пластиковые, с резинками, выглядят как ручки для переноски, но это не так. Здесь даже есть наклейка, на которой написано: пожалуйста, не используйте ножки корпуса в качестве ручек для подъема или переноски вашей сборки. Надеюсь, это всем понятно и никто не будет испытывать судьбу. Для снятия панели нужно сначала открутить один барашек, спрятанный на внутренней части шасси корпуса, вот он, а затем уже можно спокойно снимать панель. Центральная часть у нее из все того же 3-мм алюминия. С обратной стороны имеется съемный пластиковый фильтр с мелкой сеткой. В панели вырезаны отверстия для кабелей и блока питания. На шасси корпуса здесь прикручена рамка для блока питания формата ATX, к которой его сначала нужно будет прикрутить, а потом уже закреплять в корпусе. Максимальная допускаемая длина блока здесь заявлена в 160 мм. У меня в сборке будет блок как раз такой длины, так что потом посмотрим, насколько ему там будет комфортно. Кстати, отверстия в рамке позволяют установить блок вентилятором вниз или вверх. В комплекте с корпусом имеется еще одна рамка для блоков формата SFX. После ее установки блок будет на 23 мм углублен в корпус. На шасси видим места для двух 120 мм вентиляторов или радиатора СЖО на 120 или 240 мм. Сейчас одно место занимает рамка, на которой можно разместить либо два 2,5 дюймовых накопителя, либо один 3,5 дюймовый. Еще вот здесь можно один накопитель разместить и еще один на вот этой рамке, которая прикрывает собой отверстие для кабель менеджмента и тем самым после сборки закроет провода, которые за ней будут уложены. Закреплена она двумя винтами на задней части поддона для материнки. Забыл сказать, на кожухе для блока питания сверху есть место под установку помпы кастомного охлаждения. Для этого нужно будет воспользоваться вот этой рамкой, идущей в комплекте. Максимальная высота помпы не должна превышать 155 мм. Толщина металла шасси корпуса здесь очень солидная и составляет 1,7 мм. Переходим к поддону для материнки. Чтобы объяснить, почему здесь такой угол расположения материнской платы, я, с вашего позволения, зачитаю отрывок описания к этому корпусу с официальной странички. ROG Z11 отличается оригинальным конструктивным решением. Монтажная пластина для материнской платы располагается под углом в 11 градусов к вертикали, благодаря чему позади нее образуется дополнительное пространство шириной до 40 мм, которое способствует лучшей циркуляции воздуха в области центрального процессора и видеокарты. Это также положительно скажется на охлаждении твердотельного накопителя в слоте M2, если он установлен на обратной стороне материнской платы. Кроме того, такая компоновка внутреннего пространства обеспечивает совместимость с трехслотовыми видеокартами без использования Riser кабеля и вносит оригинальную нотку в общий вид готовой компьютерной системы. Максимальная высота процессорного кулера заявлена в 130 мм, а максимальная длина видеокарты не должна превышать 320 мм. Ну и наконец переходим к многофункциональному хабу, который, как вы уже успели заметить, расположен на задней стенке поддона для материнки. Он запитывается от БП с помощью этого кабеля. Разъем подключения SATA позволяет подключить к себе 6 четырехконтактных вентиляторов. Подключив вот этот 4-пиновый коннектор в соответствующий разъем на материнке, даст возможность с помощью нее управлять скоростью вращения всех 6 вентиляторов. Если на материнке будет всего одна колодка USB 2.0, то подключив в нее вот этот коннектор, получаем здесь пару таких же. Это будет полезно, если вам, к примеру, не хватает такой колодки для подключения кабеля от помпы СЖО. В таком варианте вы с передней панели подкидываете коннектор вот сюда, а во вторую уже подключаете кабель от помпы. А этот коннектор, повторюсь, подключаете к материнке. Теперь разберемся с вот этой частью хаба, которая отвечает за подсветочку. Так как контроллер управления RGB подсветкой находится в передней панели, то питание на него подается через вот этот отдельный кабель с разъемом SATA. Дабы он мог управлять этими тремя колодками, подключаем вот этот кабель с маркировкой CN3 в соответствующий разъем CN3 на хабе. Кстати, сюда уже подключен логотип и надпись с передней панели, а сюда логотип, что на кожухе, закрывающем источник питания. На третьей колодке надета пластиковая заглушка, так что она свободна для ваших нужд. Чтобы управлять подсветкой с помощью материнки, подключаем вот этот кабель с маркировкой MB в соответствующий разъем на материнке. А вот этот слайд показывает, как управляться с контроллером с помощью той самой кнопки на передней панели. Для тех, кому интересно, нажмите на паузу и ознакомьтесь.
Остальные кабели передней панели подключаются к материнке стандартно. Чуть не забыл, когда я достал корпус из коробки, на месте материнки была закреплена вот такая прикольная подарочная фигурка кибердевушки. Также в комплекте помимо перечисленных рамок еще были инструкция, гарантия, угловой переходник для кабеля питания, болтики, разложенные по пакетикам, немного пластиковых стяжек и вот такая листовка. Для того, чтобы показать, как может выглядеть система, собранная в данном корпусе, воспользуюсь следующими комплектующими. Процессор 8-ядерный 16-поточный инженерник Intel Core i7-11700, охлаждать который будет производительная система жидкостного охлаждения Asus ROG Strix LC240RGB. Материнка Asus ROG Strix Z590i Gaming Wi-Fi. Эта малышка, несмотря на свой размер, имеет богатый набор современных интерфейсов, выполнена на высококачественной компонентной базе, а также имеет эффективную систему охлаждения и стильный внешний вид. Она без проблем может стать основой как для первоклассного компактного игрового ПК, так и для высокопроизводительной рабочей системы. Оперативка здесь будет Team T-Force Extreme ARGB, две планки по 8 ГБ каждая, одноранговая, частота 3200 МГц, чипы Samsung BDI. Подсветка у нее весьма интересно реализована, и в корпусе она смотрится очень круто. Видеокарта Asus TUF Gaming RTX 3060 Ti, память 8 ГБ GDDR6, занимает 3 слота. Мощная и брутальная. Ну а питать все это добро будет надежный стриксовый голдовый киловаттник. На все железки, использованные в данной сборке, я в описании оставлю ссылочки, дабы вы могли ознакомиться с ними более подробно, если какая-то из них вас заинтересует. Итак, сборка готова, и могу сказать, что я максимально кайфанул от процесса. Никаких серьезных заморочек или еще чего в процессе сборки не возникло, потому что я уже заранее для себя понимал, где и что будет находиться и как я буду это размещать. Подключение периферии к материнке здесь происходит через вот это отверстие, и для некоторых пользователей это может создавать неудобства. Хотя, как по мне, здесь несложно снять боковины и затем спокойно все там подключить. Насчет блока питания длиной в 160 мм, то он влез сюда со всем ворохом кабелей. И даже не пришлось убирать вот эту перегородку, хотя я до последнего думал, что ее все-таки придется убрать. С укладкой кабелей также не испытывал проблем за счет тех самых 40 мм свободного пространства вот здесь. С красотой укладки не заморачивался, просто укладывал так, чтобы не испытывать проблем с закрытием боковой крышки. Кстати, вот эти липучки мне в этом весьма неплохо помогли. А вот если смотреть с этой стороны, то, как по мне, все выглядит максимально аккуратно. Ну а в полностью собранном виде, опять же по моему скромному мнению, сборка смотрится эффектно, интересно и необычно. Как оказалось, после сборки процессор мне дали не 11700, а 11700KF. И той системы жидкостного охлаждения, которую я здесь использовал, не хватает для его эффективного охлаждения в полной нагрузке. Это видно по тесту стабильности системы в AIDA 64. Поиграв же около 2 часов в Forza Horizon 4 в 2К разрешении и на максимальных настройках, на процессоре температуру выше 72 градусов я не видел. Видеокарта выше 65 градусов не прогревалась. В Cyberpunk 2077, также на максималках после получаса катаний по городу, проц я максимально видел 73 градуса, видеокарту 65. И это все с учетом того, что все пылевые фильтры были установлены на своих местах. Ну и как итог, мои мысли по поводу данного корпуса. Asus ROG Z11 это весьма необычное и, я бы сказал, вариативное решение для построения игровой системы на базе Mini-ITX материнской платы. Он дает возможность использовать в системе полноразмерную видеокарту и блок питания не только формата SFX, но и ATX. Также за счет его габаритов он позволяет разместить в себе кастомную SGO, и роликов с такими системами на YouTube хватает. Качество сборки материала у него на очень высоком уровне, с местом под кабель менеджмент также все в порядке. Ну и не могу не отметить то, что пылевых фильтров здесь максимально необходимое количество. Понятное дело, что продумать сборку в данном корпусе нужно еще до покупки всех комплектующих, хотя это относится вообще к любой мини-ITX сборке. Поэтому я думаю, те, кто захотят владеть таким зверем, однозначно будут знать, на что они тратят свои финансы, что они при этом получат, и заблаговременно все продумают. На этом у меня все, надеюсь, было интересно и полезно. Не забудьте поддержать видео лайками, комментариями, а также подписаться на канал, если еще не подписаны. Всем хорошего настроения, с вами как всегда был Джейсон, до скорого!